В данном видеоролике вы узнаете, как я встречал Новый год в Зворнике, Республика Сербская. Хорошего просмотра! Этот Новый год я встретился вместе со своими друзьями в Зворнике в Республике Сербской. Изначально я планировал поехать в Россию на праздники, но руководство клуба, за который играю, не разрешило мне этого, потому что со 2 января уже начались тренировки. Так что вместо долгого отдыха, короткая перезагрузка, и мы начали тренироваться. Теперь переходим к самой ответственной части — сборы. Берем все необходимое. Вот такое количество вещей у нас получилось, теперь будем их собирать. Все вещи собрали, теперь отправляемся в путь. Первая остановка. Первая остановочка на заправке. Отдыхаем и едем дальше. На следующий день мы проснулись и пошли гулять по городу. Гуляем по Зворнику, день 1. Мы также встретились с бывшим тренером моего друга, который показал нам свой тренажерный зал. Мы сфоткались и поехали дальше. Самая популярная река в Зворнике. В кадре видно, как мы едем на гору. На ней находится Джорджиград. Это средневековая крепость над Зворником на реке Дрине. Ее построили в XIV веке, чтобы контролировать город и важнейшие торговые пути. С этих стен было видно все вокруг, поэтому крепость имела большое стратегическое значение. Сначала она принадлежала боснийским правителям, а в XV веке была захвачена Османской империей и укреплена для обороны границ. Со временем войны ушли, крепость потеряла свое значение и превратилась в руины. Сегодня Джурджевград – это напоминание о веках борьбы, смене государств и истории Зворника, которая до сих пор живет в этих камнях. Приехали попить кофе в кафе. Пили чай. Едем гулять дальше. Пришли в магазин закупаться едой. Закупились мы слегка, еще часть еды нас ждет дома. Поехали куда-то мы. В Республике Сербской Новый год обычно встречают с друзьями, не с родственниками. Мы собрались в квартире своей компании, поели, посидели, пообщались, поиграли в настольные игры. После полуночи вышли немного прогуляться, потом вернулись домой. Вот так мы встретили Новый год. Проснулись, собираемся в деревню. На дворе 1 января, на улицах никого нету, а мы едем в деревню. 1 января мы поехали к бабушке и дедушке моего друга. Они живут в очень живописном месте, куда бы я с удовольствием ездил чаще. Когда приехали, нам показали их дом и все хозяйства. Кстати, дедушка говорит по-русски, потому что когда-то работал там, поэтому мы долго общались на родном языке. Поели вкусную домашнюю еду, потом прогулялись по всей территории деревни, попрощались и поехали к другим родственникам. У них уже семья больше, да и дом тоже. Мы провели там пару часов, общались со всеми, играли в шахматы и снова вкусно поели. Оказавшись в Сербии, я часто скучаю по русской домашней еде, которой здесь мало, поэтому, когда есть возможность, с радостью пробую домашние блюда. Вот и закончились новогодние каникулы, возвращаемся в Чачак. Выезжаем.
Но на этом моя поездка подходит к концу. Зворник – это безумно красивый и теплый город, где сочетаются природа, история и люди. Здесь рядом горы, река Дрина, старые улочки и места, в которых реально чувствуешь время. За эту поездку я побывал во многих местах, но больше всего меня впечатлил Джорджевград, крепость над городом, откуда открываются такие виды, которые сложно передать камерой. А еще очень запомнилось время, проведенное в деревне бабушки с дедушкой. Там совсем другой ритм жизни, тишина и, наверное, самые красивые пейзажи всей поездки. И, конечно, еда. Кухня в Зворнике – это не просто поесть, это часть культуры. Здесь все делается с душой, по традициям, которые передаются поколениями. Мясо, тесто, выпечка – все насыщенное, ароматное, настоящее. Первая остановка по пути обратно. За эти 4 дня я прожил очень много моментов, и мне правда хотелось поделиться этой поездкой с вами. Отдельное спасибо моим друзьям, у которых я жил, за гостеприимство, за атмосферу, за разговоры, прогулки и за то, что эти дни стали по-настоящему теплыми и запоминающимися. Именно из таких моментов и складываются лучшие поездки. Это мое первое видео, и изначально я планировал сделать его намного длиннее, показать еще больше мест, деталей и моментов, но из-за некоторых проблем формат пришлось сократить. Надеюсь, даже в таком виде вы почувствовали настроение этой поездки. Мне будет безумно приятно, если вы оцените это видео, поставите лайк и напишите комментарий. Для меня это сейчас правда очень важно. Если вам откликнулся этот формат, подписывайтесь, потому что дальше будет больше путешествий, больше историй и больше видео. Спасибо вам за просмотр, за поддержку и за время. Увидимся совсем скоро.